Что за ковидные 1,5 года изменилось в смешанных единоборствах? Да практически все. Конор уже не считается топом, Хабиб уже не боец UFC, и лишь только Шлеменко до сих пор думает, что ему скоро позвонит Дана Уайт. Времена меняются и для российской поп-ММА сцены. Тарасов успел подраться с Кокляевым, лайк если смотрел. Родилось сразу 2 конкурирующих любительских промоушена. Однако одно соперничество остается без логического завершения. И в ближайшем будущем даже оно к нему подойдет. Зародившийся без малого 1,5 года назад конфликт между Мохаммедом Хайбати, больше известным как персидский дагестанец, и Чоршанбе Чоршанбиевым вот-вот выйдет на финишную прямую. Мы же решили рассказать об истории противостояния и ответить на интересующий всех вопрос о вероятном победителе. Ставь лайк и погнали! Ну а для начала, чтобы новички в мире поп-ММА побольше узнали парней, мы обратимся к биографии бойцов. Мохаммед Хайбати появился на отечественной сцене не так давно. В 2019 году он впервые принял участие в схватке под баннером российского промоушена AMC Fight Night. Иранец ужасно разговаривал по-русски, но уже начал постигать азы трэш-тока, оскорбив своего оппонента после уверенной победы. Брат Хайбати долгое время жил и учился в России, из-за чего язык знал куда лучше Мохаммеда. Он же и начал обучать перса, постепенно продвигая его в мире ММА. Мохаммед же не боялся ничего, обретая все большую популярность. Хайбати буквально не следил за словами, оскорбляя каждого, кто попадется у него на пути. Досталось даже Петру Яну, кстати, которого Хайбати назвал китайцем. Все это перс делает для того, чтобы как можно сильнее продвинуться в глазах медиа, чего и сам, в принципе, никогда не скрывал. Я хочу стать первым человеком в России, который уровень трэш-тока доведет до американского. Именно из-за оскорблений Яна Хайбати перестал сотрудничать с клубом Duck Fighters. Сейчас перс двигается вместе с парнями из Горца и делает это максимально успешно. Представитель Ушу Саньда еще раз выступил на АМЦ и жаждет новых поединков. После Чорша перс хочет подраться с Никитой Солониным и Марифом Пираевым, что также является крупной вывеской для поп-ММА. Чоршанбе Чоршанбиев боец куда более спорный. В одном из интервью он заявил, что как можно скорее хочет уехать в Америку, дабы там продолжать развивать свои спортивные навыки. Чоршанбиев родился в Таджикистане и первые шаги в спорте делал именно там. Спортсмен начал посещать занятия по легкой атлетике, однако после отправился покорять смешанное единоборство. Стоит отметить, что базу Чоршу там дали крайне качественную, ибо по юниорам он выступал на высоком уровне и выиграл турнир FCF MMA, получив черный пояс из рук основателя ивента. Как и перс, в поп-ММА атлет выстрелил в 2020 году. Он запомнился фан-базе своей яркой манерой ведения боя и искусству трэш-тока. Таджик словами убирал каждого, кто встает у него на пути. Слова с делом, правда, нередко расходились, и в том же 20-м он уступил нескольким подряд соперникам. Самое крупное поражение случилось в Топ-Дог в битве с Михаилом Сивым, где Чорш откровенно не вывез. Чоршанбиев улетел в нокдаун по ходу боя и несколько раз нарушал правила, за что лишался баллов. В крайней же своей битве он шикарно сразился с Никитой Солониным, но бойца вновь подвела несдержанность. Он снова нарушил правила, из-за чего его снова лишили балла. Долгие споры с Тарасовым после боя ни к чему не привели. Ничейный вердикт так и остался финальным решением. Попутно же развивался конфликт Чорша и перса. Первый виток ссоры произошел в Дагестане. После нелестных высказываний в адрес друг друга и неоднократного стёба в инстаграм-трансляциях, Чорш приехал в Дагестан, дабы лично поговорить с персом. Их конфликт, конечно же, был заснят на камеру и выглядел достаточно забавно. Не слишком хорошо понимающий по-русски перс пытался на равных разговаривать с мастером трэш-тока Чоршем. Диалог закончился ничем, но зерно конфликта было посеяно. Дальше больше. На канале у Асхаба Тамаева проходило интервью с персом. Блогер решил позвонить Чоршу, дабы Хайбати и Чоршанбиев разрешили свой конфликт. Но все пошло не по сценарию Халка. Чорш приехал через некоторое время после звонка в зал, где находились Асхаб и перс. Словесная перепалка привела к чапалаху от перса. Чорш удара не ожидал и ответить не успел, но война была начата. Следующий виток конфликта – встреча бойцов на фейс-ту-фейсе в организации «Наше дело». Перс пришел в компании 2 своих друзей, тогда как Чорш привел с собой по разным оценкам от 25 до 40 людей. Разговор между бойцами прошел на повышенных тонах, что и неудивительно. Команда Чорша регулярно оскорбляла перса, а в итоге Чоршанбиев решил ответить Хайбати за тот самый чапалах.
В результате произошла масштабная драка, в которой приняли участие едва ли не все люди Чорша. Мохаммед успел скрыться во время потасовки, а один из его людей даже попал в больницу. И уже спустя несколько дней Асхаб Тамаев вновь приглашает бойцов к себе, но уже на равных условиях. Оба парня красиво нарядились для шоу, которое устроил чеченский Халк. Там они рассказали о том, что их поединок точно состоится. Утрясли некоторые вопросы, но дату так и не объявили. Стилистически разбирать противостояние достаточно, глупо. Обоих можно причислить к универсалам, но к универсалам с не лучшей техникой. До профессиональных бойцов UFC им достаточно далеко, о чем свидетельствует рекорд того же Чорша. Но не будем забывать, что парни тренируются, причем тренируются достаточно регулярно. У перса школа Ушу Саньда, а в Дагестане он подтягивает борьбу. С выносливостью у парня все шикарно. Нокаутирующая мощь присутствует, а сам Хайбати планирует в скором времени выйти на представителей UFC, что свидетельствует о главном. Он точно не будет забиваться Химкой перед боем, так как ему важна профессиональная карьера. Что касается Чорша, полноценно судить о его кондициях мы не будем. По профессионалам он хорошо выглядел в борьбе, а на топ-доге для уровня любителя неплохо показывал себя в стойке. Чоршанбиев как минимум навяжет конкуренцию персу, но одного стоит ожидать от бойца на 100%. В пылу борьбы и в битве с ярким оппонентом Чорш теряет голову. Он словно перестает думать, что раз за разом приводит к потере очков. На это мы и рекомендуем поставить. Боец попросту не умеет драться чисто даже в тех схватках, где явно проигрывает. Эта хайп-машина точно может потерять балл, на чем мы в свою очередь можем заработать. Наш прогноз: Чоршанбе лишится балла из-за нарушения правил. Как вам прогноз на бой? Делать ли подобные разборы дальше? Делитесь своим мнением в комментариях и не забывайте про подписку на наш канал. Скоро увидимся.